Всем привет, дамы и господа, вы на канале JameTime. Сегодня я, как и обещал, сделаю разбор Анубиса. Потратил очень много времени после нашего недавнего поражения на этой карте. Впитал все самое лучшее для своей команды, ну и для вашей команды тоже, как обычно. Пистолетки, антифорсы, байраунды, дефолты. Все как обычно, все топово, как на любой другой карте. Анубис уже все, это наша карта, мы ее играем. Я в нее погрузился полностью. Давайте приступим сразу. Для начала, что я могу сказать об этой карте? Ну, на самом деле она крутая, лучше, чем Vertigo, либо Ancient, последние две карты, которые добавляли. И эта карта более интересная, более соревновательная по моим ощущениям. Более-менее по багам минимально. То есть был баг сумасшедший здесь, его долго не фиксили, но после бласта как раз его пофиксили, и сейчас уже стало играбельным. До этого прям на бэшке не было играбельным, да, я всегда путаю, кстати, бэшки и аш, когда новые карты добавляю. Не знаю, с чем это связано, но я быстро себя поправляю. Пистолетки. Первый пистик, что делаете? Нужен один набор. Встаете сюда, в целом вот так целитесь. Эта тема и эта тема. Бросаете смок мидл. У вас по 250 вы дропнули одному игроку, и у вас остается флешка. Эту флешку вы кинете вот сюда. И залюркуете уже мидл. Здесь такой смок. Ваши три типа что делают? Они просто падают и убивают здесь дроп толпой. И у вас самое главное, это чел с по 250, который здесь, то есть ваш, типа как на Мираже, это кон. На ашку забежать, то же самое здесь. То есть задача этого челика переждать аркаду, если что, и в тайминг, когда вы уже упали, вот здесь прийти и забрать джангл. И вы уже дальше домикрите. Соответственно, чел, который накинет набор на мидл, ты залюркуешь просто и... То есть ты кинул смог, кинул флешку, пришел сюда, из-за того, что здесь смог, убьешь КТ, которые захотят на халяву пойти в спину сразу, ты успеешь это сделать. Б, ты убьешь людей с А, С, ты запушишь спину, ну и самый сейф вариант, в конце просто потом упадешь и доиграешь клатч. Второй пистик, он будет А-сплит через мидл. Отправляете сюда четверых, даете флешку, чтобы там игроки кинули, может, себе такую флешку. Но я думаю, тут на самом деле надо просто пропрыгнуть будет, тут не будет смока. Вы что делаете? Встаете сюда со смоком, целитесь в четвертую в центр и кидаете смок. Это смок в двойку, вот такой он. И бежите ковры, мы это ковры называем. И в тайминг у вас есть одна флешка, и вы ее просто швырнете пацанам, когда они будут забегать сюда, в коннектор. Ну и на миде что, просто пропрыгиваете. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Если у вас есть еще одна флешка, вы ее либо в начале швырнете, чтобы здесь распрыгаться. То есть трое поближе, этот прикрывает. Либо потом этот четвертый, когда прикрыл просто без флешки, швырнет эту флешку, и все, и вы забежите сюда, коннектор, еще контрольная флешка будет. Третий пистик интересный. Это B-сплит. То есть B-сплит не через дроп, а нестандартно через мидл. Что надо? Отправляете сюда пацанов, также они бегут. Один чел может быть с P250 вот здесь вот. Либо 4 мидл, либо один там, посмотрите сами, как вы хотите. Самое здесь прикольное, это этот смок, смотрите. Вот такой смок даете, и сразу же вот такую флешку пацанам даете. Такой смок взрывается, вот он. То есть встаете вот сюда, целитесь между вот этими черными штучками, и в тайминг даете флешку парням, чтобы вот это все было слепое. И вы, соответственно, здесь пробегаете, бам, один чел здесь контролит эту тему, и трое здесь уже бегут, либо двое, ну, скорее всего, трое, пусть толпой 4 армора, и вы уже в тайминг будете люрковать, пляж пойдете, вот сюда, и здесь вы забегаете. Здесь, смотрите, здесь справа не должно быть, потому что, долгая перетяжка, и обычно будет такое, что вы вот здесь вот будете со всеми трейдиться, и отсюда засплитуете людей. Вот такие 3 пистолетки, это с одним набором, не хочу вас загружать, да, понятно, можно и на ашку пойти закидкой, к этому мы позже подойдем. Много всяких вариаций, вот 3 стандартные фейсы пистика, очень простые гранаты, спокойно учите, колите, доигрывайте, очень интересные про гранаты, не знаю, должно вам зайти. Следующее, к чему мы переходим, антифорс, я не стал там сильно зацикливаться на антифорсах, тут пока что прям супер крутых нет, на фейсите ничего крутого не придумаешь. Что я вам вообще посоветую? Давать смок коннектор, почему? Потому что у вас хотя бы один игрок сюда сближался и потом накидывает. Смок коннектор как давать? Это очень важный смок на этой карте, тем более на фейсите. Люди будут постоянно там пикаться, и отличие фейсита от проигр в том, что на фейсите вам дадут там раз смок, два смока сюда, третьего смока не будет. На проиграх там могут давать 3 смока, моликами грамотно делать, под это вас там, растягивать, пушить тайминг. Но на фейсите здесь не будет смока, именно на антифорсе предлагаю все равно давать смок-кон. Как давать смок-кон? Чтобы сблизиться под это и потом уже засплитовать. Встаете вот сюда, то есть зеленая дверь справа, и целитесь в третье. Вроде, да. Существуют инста-смоки и так далее, они на самом деле очень полезны.
какой-то, да, чуть-чуть. Ну, не, в принципе, нормально. Инста-смоки, они в целом крутые, и это как на Мираже. Лучше не инста-смок сотку, да, а смок-кон инста, вот это полезно. Можете выучить, там, посмотреть разные видосы. Не хочу на это заострять внимание. Вот вы даете, один чел дает смок ему сюда. Он здесь ползет, все дела идет, и в конце, что ему надо сделать, это ему надо просто кинуть молик. Тут будет гореть, я на своем сервере, тут не будет гореть, но на Фейс-Сити будет. И вы идете просто толпой сюда, на пляж, то есть одного запускаете туда, идете толпой в пляж. Сейчас часто делают люди, знаете, как кидают молик, хаешку. Вот первый респ, он где-то вот здесь, вот сейчас. Вот это первый респ, его реализуют сейчас вот так, кидают молик. И вот то же самое на антифорсе, кидайте хае. Плюс с вами идет один чел еще, все, и вы заходите. Что я бы делал? Есть наборы, которые потом докидываются. Но в целом вы просто их расстреляете. И вам нужно, чтобы трое стрелялись, один накидывал смог. Смог можно накинуть, так встаете сюда. И вот тут точка есть в нее. Вот такой смог. Вот такие флешки просто. Одну такую, и чтобы вас трое зашли. Смог потом другой чел накинет какой-нибудь сюда, и все. Вам главное выйти, расстрелять, и кинуть молики и зайти. Просто это супер база выхода Б, который сейчас все пользуются. И у вас есть всегда игрок здесь, который на перевороте, потом, если что, кинет молик. Молик, кстати, вот так встаете. Вот так до верха, по этой точке. Ну, если там не будет смока. И вот так отпускаете. Очень хороший молик. Все будет гореть. Но это на этом сервере не горит, но в целом должно все гореть. Ну, например, просто левее кинете, чтобы, если что. Вот так. Чтобы на всякий случай. Но вообще так должно гореть. Это первый антифорс был на Б, просто пошли на Б. Второй антифорс, это на А. Что на А? Просто контактом надо будет пойти, как я это вижу. У вас также игрок там кидает молик, хае, кидает там типа и люркует, соответственно. Он люркует там либо мидл, либо в зиг пойдет. Вы также кидаете смок-кон, да, еще раз покажем смок-кон, ставите сюда. Во вторую, там, на самом деле, мне кажется, там плюс-минус. И просто идете контактом. Можно, чтобы не хавать хаешку, которая постоянно будет вылетать, на фейситах, я думаю, тоже. То есть люди вот так приходят и кидают хае. Идете через ковры. Кстати, забавно, что теры тоже кидают хае в ответ. И также можно взрывать. Ну, такой микрофиш. Идете сюда, все это отпикиваете контактом. Понятно, есть люди всякие бросают такие молики. Ну, это всю тему. Это пофиг. Просто контактом идете, чтобы не давать информацию. Вас там чел развлекает. На самом деле один набор нужен. Даже можете, знаете, как, типа, это фейсит, и говорите, дай смок-кон, тополем, все будем выучить смоки. Дай смок-кон, и, типа, пойдем 5 контакта, я, типа, раскидаю. Смотрите, очень простой набор. Кидаете смок 9 с W, кидаете молик, у нас называется тефер, кидаете просто флешки. Опенинг, открывашки. И вот такой набор. У вас люди там кинут, может, там молик сюда могут кинуть, вот в эту тему, чтобы сильно не открываться. И чел обязательно сюда выйдет. Видите, как на этом сервере. Короче, он должен выйти вот сюда, и вы его убьете, флешки его ослепят. И просто выходите, расстреливаете здесь все, то есть у вас только вот эта вся тема. Если, например, вам кинули смок, заткнули, вы всегда можете выкатить этот смок налево, флешки прострелить, кинуть моль. Короче, тут вообще изи выходится на А. Мне кажется, на фейсите вы прям супер сильно задушите аж. Что ж, бонусный раунд, который я придумал перед тем, как записать этот видеоролик, так чуть по карте побегал. Была идея, ее делали Liquid, и я чуть-чуть ее улучшил. Пишите в комментах, если хотите вторую часть по Анубису за КТ. Там тоже есть что рассказать, очень много всякой агрессии интересной. В дефенсе вам всегда будет прилетать этот смок. Он либо будет прилетать там с руки, либо инстом. Да, люди будут делать там моликами и так далее. То есть сюда не пройти на байраунд. Что я придумал? Вы идете просто там, кидаете смокон, все по дефу. Идете сюда вчетвером, либо втроем. Один из вас берет набор, смотрите, смок какой. Встаешь сюда ковры, кстати, вот почему ковры? Потому что вот ковры, пацаны, что вы спрашиваете? Встаете сюда, видите вот этот квадратик. Ну, не знаю, короче, надо запомнить. В центр этого квадратика, вот так встаете. Типа смок. Интересно, да, смок? Вот, короче, вы бросаете этот смок. Ваши люди стоят перед смоком. Подходите сюда, бросаете такую флешку и такую флешку. Смотрите. Эта флешка, которую я первый кинул, слепит все полностью здесь. То есть вот этого игрока, который смотрит смок. Обычно, да, смок все смотрят. И ваша задача что сделать? Там, подойти, кинуть хае, полетела флешка, под флешку просто врываетесь. Здесь все убиваете, летит вторая флешка, и вы под вторую врываете. Если вы втроем, то там, понятно, смок надо давать каждый раунд, чтобы не было информации. И здесь какой-нибудь игрок еще, если будет,
это все выбьет, кинет там набор. Вот этот и все. Ну, то есть ашка будет разорвана полностью. Такой бонусный раунд. Очень важная тема, как же без нее, это дефолт на всех картах, это очень полезно. Что вообще надо сделать? Надо давать смог коннектор на фейсите, просить кого-то там, ну все будут давать. Кому-то идти на мидл, все тоже должны на фейсите уметь наборы кидать. То есть вы кидаете вот этот набор, ставите сюда, смог, молик, флешка, бум, все, сблизился. И дальше уже там здесь люркует. Один чел на, тебе надо выбить, ну типа хотя бы эту зону, у тебя там есть молик, кидаешь, если что, его сюда, кидаешь флешку. Флешка плохая, чуть-чуть послабее. Кидаешь флешку, выбегаешь на широком против всех этих снайперов, если что, вот так стоишь и ждешь, пока он репикнет. Самое мерзкое, что есть для снайпера, это когда он вот так стоит, летит флешка, он ее дожит и левым плечом медленно, не в фокусе выходит, и здесь уже игрок стоит и ждет, пока ты выйдешь, и тебя просто заспреивает очень быстро. Вот дефолт, там типа на бэшке, что вообще можно кидать. Каждый раунд можно кидать молик хае, так все сейчас делают, боятся, что аркада какая-то будет, тем более на фейсите. Вот, в это все переждали, то есть переждали смоки, раскидали мидл, переждали смоки сюда. У вас здесь есть игрок, который кидает молик, этот, который потом, да, то есть выбивает там дроп, встает где-нибудь здесь, ждет. Гранаты, с помощью которых вы сделаете бэсплит. Первая вещь после дефолта бэсплит. То есть начало проговорили, и 3 будет ответвление от дефолта. Бэсплит. Есть две гранаты, очень полезно, очень важно, это отсюда. Кидаете вот сюда с 2 клавиш, и отсюда же вот такая. И я бы хотел, чтобы вы один с пляжа давал смог сюда, то есть это вот этот смог. Вот сюда. А второй чел, вот отсюда я хочу, чтобы вы научились, так сидя становитесь, вот этого чека и по вот этой теме чуть выше. Сидя. Вот он, мой родимый. А второй чел хочу, чтобы такой смог давал, и тогда вы будете как про-команда на фейсите, но мы в это не верим, поэтому просто так чисто. Да я не верю в дефолт на фейсите, так чисто вам рассказываю, может быть, типа, мы это вообще все вырежем. Вторая тема, короче, этот чел, который стоит здесь на Б, он просто вот занимается мидл, тут трое мидл, два пода, и он бросает вот отсюда, вот так встаете на ступеньку, и вот сюда вот в черную, даете смог, это смог вот сюда в двойку. Короче, А-сплит через мидл. То есть у вас набор чел кинул мидл, сблизились, вы тут вдвоем стоите, чел с Б вместо того, чтобы давать вот этот вот смог, просто пошел сюда, кинул, короче, вам этот смог, кинул флешку, там, либо вот такую, либо такую, и под это вы стрейфанули и засплитовали. На ашке что можно делать? На ашке вот такие флешки, как и на пистике, можете просто накинуть, чтобы чувак, ну и можно еще вот так кинуть. Вот так кинуть молик. Короче, вот сюда молик, чтобы, если что, типа в упоре не было. И потом флешки накидаете, и нормально будет. Там люрк, не люрк, вот здесь может остаться люрк. Супер стандартный А-сплит, не знаю, типа, ну, у всех команд он будет даже в про. Помимо А-сплита, просто А-стяжка и под мой набор, который я говорил вам на антифорсе, просто в среднем под вот этот набор, заход, у вас там игрок в миде люркует, и вы типа А сбегаете. И бонус мув специальный, пацаны. Не знаю, попаду я в молик либо нет, потому что этот мув не для меня, для моего тиммейта, которого мы все знаем с вами, это Флит Джо. Что делаем? Первый рест нужен. Кидаем смог W, бежим ненапряжно, там типа ха-ха, угораем, рофлим. Берем молик, кидаем его, кидаем флешку, бам, и еще раз флешку, бам. Но вот тут молик должен гореть, он будет гореть, потому что это сервер вонючий с траекториями, которые вы сами создаете, но на фейсите будет работать. И что этот мув дает? Он, во-первых, дает вам, вот это, когда вы вот так бежите, тут будет, скорее всего, смог. Вот этой флешкой, желательно, да, вот так флешку кинуть, почему? Ну, просто бесшумно. И вторую флешку вот так кинуть. Либо просто выбежать и потом кинуть, потому что вы будете в супер диффенсе, у вас будет вот так, под флешку вы врываетесь, убиваете по правой стенке полностью левых всех типов, потом даете просто свою флешку и под нее убиваете вот этого типа и по дальнему типа. Это дает вам очень много, вы этим мувом типа, вы говорите, так, я побежал, мид быстро отобью, идите толпой Б, идите толпой А, идите толпой дроп, пойдем мидл со мной и типа, и сделаем сплит там какой-нибудь ашки. Очень крутой мув, назовем его баратрум, чисто забаратрумить челов в миде и от этого стяжку. Ну и вишенка на торте этого, кто досмотрел, тут получит самую крутую штуку. Это раунд фейзов, которые типа есть два варианта. В чем прикол? Это типа смок рапса. Встаете вот сюда, вот так. Целитесь сюда в зеленую тему, чуть ниже в крышу. На шифтах доходите до вот этой темы
и вот такой смачок летит. Интересно, пацаны, да? Очень интересно. Потом дальше он люркует, да? Но зная фейсит, я вот вам вот что скажу. Дропните мне вот здесь 2 смока. И ваша задача вот это сделать. Кидаете смок, бежите. Ваши типы там сближаются. Берете еще один смок. Встаете здесь, у вас еще один смок. И кидаете смок джангл. Смок прямую. Я вспомнил, что я же ориентир себе сделал жесткий. Вот так в зелень становитесь снизу. Кидаете 100% в джангл, кидаете 100% в прямую. Видите, как он прилетает. Ну и вот, соответственно, вот такая щель. Она всегда будет здесь, и вы вот так заходите. Что вам делать остальным людям? Отправляете, говорите им, дропни мне смог типа здесь. Ну, вот где-нибудь здесь, да. Вот так пусть дропнет смог, раз. И второй здесь дропает, и ты сам себе уже там типа найдешь ориентир, дропнешь смог, кинешь раз, кинешь 2 и зайдешь. Как минимум, и да, там 2 смока это слишком круто. Кидаете флешку. Вообще у меня ориентир был, типа я вот сюда кидаю. Но вообще, если вот такой ориентир. В центр окна и вот такую флешку. И пацаны у вас забегают и, получается, рвут, потому что не забываем, что здесь смог коннект. Это первая вариация этого смока. Вторая вариация, да, от этого смока. Просите своего друга, чтобы он побежал на нил, кинул молик и занял, соответственно. Вот так встаете, кидаете, у вас друг ваш бежит, вот так запрыгивает сюда направо, кидает молик и запрыгивает. Он успевает, прикиньте, он успевает сюда прийти с первым респом. И он уже занял, короче. Этого типа просто уничтожил. И у вас есть инстадроп. И от этого вы уже можете и папать, и мид-контакт, и Б сожрать также, да, то есть тоже, ребята, блин, гайд опять вышел достаточно долгим, не знаю, с чем это связано, я даже не охватил супер дефолт подробно, не охватил снайперскую игру, не охватил вообще ни диффенс, ничего, какие-то пистолетки, какие-то мучи, какие-то гранаты, ну, гранаты, мне кажется, крутые, может вам еще вот такую, чисто последний так набор, чтобы на ход ноги у вас был, вот так смог, и чуть выше молик. На ход ноги чисто вот такой набор тоже, чтобы вы понимали, что тут все серьезно. На Анубисе мы разбираемся в этой карте. Что же, ребята, не забывайте подписываться на мой телеграм, на мой там все остальные запрещенные соцсети, которые в России. Не хотел долго, но вышло как вышло. Спасибо, что смотрите. Впереди, да, то есть, как у меня, как у ютубера, много всяких идей, но надо их реализовывать и четко жить. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки на все соцсети, на телеграм, запрещенные, не запрещенные, не знаю, о чем я говорю. Всем пока!